Вы в одном шаге от своего чуда. Прямо сейчас, посреди ваших сомнений, долгов, болезней, безмольных тревог, начинает открываться дверь. Возможно, вы пока этого не видите, но нечто божественное уже движется к вашей благодати. Бог не забыл вашего имени и не проигнорировал ваши молитвы. Та же рука, что поднимала царей из праха и превращала рабов в наследников, теперь тянется к вашему сердцу. В этот самый момент возобновляется завет, священное обещание, что бедность вашего вчерашнего дня не будет определять изобилие вашего завтрашнего. Вы не были созданы для жизни в нужде. Вы были избраны нести богатство мира, богатство здоровья и богатство божественного предназначения. Но позвольте мне спросить вас, чувствовали ли вы когда-нибудь, что деньги убегают от вас, словно какая-то невидимая сила блокирует все возможности? Что каждый раз, когда вы приближаетесь к финансовому покою, что-то происходит и все рушится? Это не совпадение. Это испытание. Это момент, когда ваша вера меряется вашим страхом. Однако Бог никогда не испытывает без плана. Что, если я скажу вам, что именно этот момент нехватки – это самая боль, почва для более великого урожая? Что ваша потеря – это подготовка к священному наследию, которое невозможно украсть? В том, как Бог превращает нужду в благословение, скрыт секрет, принцип, заложенный в самом Писании. Речь идет не об удаче и не об успехе в мирском понимании. Речь идет о соответствии завету, о том, чтобы ваше сердце научилось двигаться в ритме с божественным провидением. Когда ваш дух начинает верить, что вы достойны изобилия, запертые двери начинают открываться. Когда ваши слова перестают согласовываться с бедностью и начинают возвещать обетование, небеса замечают это. Оставайтесь со мной до конца, чтобы получить откровение, которое преобразует эту веру в конкретную практику выбора, ту часть, где семя, посеянное сегодня, приносит настоящий урожай в повседневной жизни. Грядет момент, когда все обретет смысл, и когда это произойдет, вы увидите, что то, что казалось концом, на самом деле было ключом к успеху. Если эта тема созвучна вашей вере и вашему жизненному пути, поставьте лайк и подпишитесь. Ваше участие поможет нам донести зрелый христианский взгляд на деньги до большего числа людей. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Было время, когда я считал богатство опасным, что деньги сами по себе несут в себе скрытое проклятие. Я слышал фразы, которые передавались из поколения в поколение. «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко», — говорили они, и я неправильно понимал эти слова. Я думал, что изобилие и святость несовместимы. Я думал, что если у меня когда-нибудь будет слишком много, я потеряю душу. Но затем Бог начал открывать нечто более глубокое, нечто священное в богатстве, о котором религия часто забывает, а страх пытается заглушить. Богатство – это не грех. Богатство – это ответственность. Оно не идолопоклонство, когда служит завету. Это служение – священное майордомие, доверенное тем, чьи сердца созвучны небесам. Когда Творец создал землю, Он наполнил ее изобилием, полноводными реками, деревьями, отягощенными плодами, полями, готовыми к жатве. В книге «Бытия» недостатка не было. Он был порожден разделением, а не божественным замыслом. Сердце Бога щедро. Вселенная, которую Он сотворил, родилась из избытка любви, а не из недостатка. Чтобы отражать Его образ, вы были созданы, чтобы умножаться, управлять, возделывать, превращать малое в многое. Это не жадность, а послушание. Когда вы процветаете, вы являете Его порядок в хаосе падшего мира. Но появился страх. Культурные догмы нашептывали, что бедность – это святость, а богатство – высокомерие. И так поколениями несли в себе чувство вины за желание обеспечить, за желание комфорта, за мечты о лучшем доме. Этот страх все еще жив, не так ли?
Вы чувствуете его каждый раз, когда начинаете верить, что Бог хочет, чтобы у вас было больше этот внутренний голос, который говорит: «Будьте осторожны, вы можете слишком сильно любить деньги». Но, по правде говоря, у денег нет собственной души. Они отражают душу своего хозяина. В руках жадных они разрушают. В руках праведных они созидают. Подумайте об открытом кошельке для даяния. Символ простой, но божественный. Он олицетворяет сердце, которое знает, что все полученное должно течь. Умножается не закрытый кошелек, а открытый. Когда вы держите руку закрытой, в нее ничего не попадает. Когда вы открываете ее, чтобы дать, вы освобождаете место для новых благословений. Бог никогда не просил своих детей быть пустыми, Он просил их быть проводниками. Каждая монета, каждое умение, каждая возможность, которую Он дает на вашем пути, имеет свою цель благословлять, поддерживать, распространять свой свет в материальный мир. Видите ли, богатство в Царстве Божьем – это не идол, которому нужно поклоняться, это слуга, которым нужно управлять. Когда деньги преклоняются перед любовью, они становятся служением. Когда деньги служат вере, они преображают народы. Истинное богатство – это не просто цифры в банке, это способность действовать, исцелять, созидать. Изобилие, обещанное Богом, это не эгоистичная роскошь, а божественное наследие, призванное расширять добродетель. Это та же сила, которая позволила Иосифу накормить голодающий Египет, наполнила храм Соломона великолепием, превратила последнее масло в переполненные кувшины вдовы. Ни в одном из этих поступков не было проявлений жадности, они были проявлением божественной ответственности. Ваш дом, если следовать этому завету, становится священной землей. Каждый уголок вашего дома может быть свидетельством заботливого служения. Чистый стол, принимающий голодных, светильник, который горит, потому что вы мудро распоряжаетесь маслом, дверь, открытая как гостям, так и семье. Богатство не противоречит святости, оно есть отголосок божественного порядка, управляемый верой. Страх перед процветанием – это непонимание божественного замысла. Вы были созданы не для того, чтобы терпеть нужду, а для того, чтобы нести свет через ресурсы. Однако мир учит другому. Он говорит, что успех должен быть эгоистичным, что конкуренция – это выживание, что жадность – единственный путь к успеху. И многие верующие, сбитые с толку этим искажением, выбирают противоположную. Крайность, бедность, замаскированную под благочестие. Но Бог никогда не прославлял несчастье. Он прославлял доверие. А доверие не уклоняется от возможностей, оно их умножает. Доверие признает, что изобилие и смирение могут идти рука об руку. По-настоящему смиренный человек не отвергает богатство, он его освящает. Работая честно, вы присоединяетесь к Творцу в его собственном творческом ритме. Честный труд – это не наказание, а поклонение. Каждая задача, выполненная с мастерством, каждый план, составленный с мудростью, каждое семя, посеянное с намерением, становится актом молитвы. Работа никогда не была проклятием, она была первым призванием. До того, как грех вошел в мир, Бог повелел человечеству возделывать сад. Эта заповедь никогда не отменялась. Работать с радостью, творить, процветать – вот способы почтить Его образ в вас. Страх и жадность по-прежнему противостоят вашей судьбе, словно близнецы-антагонисты. Страх говорит «я не могу». Жадность говорит «этого никогда не бывает достаточно». Оба они проистекают из одной и той же лжи, вы одиноки, и Бог не ваш кормилец. Но вера разрушает эту иллюзию. Вера говорит, Бог умножает то немногое, что у меня есть. Вера говорит, я отдаю щедро, потому что доверяю урожаю.
Когда вы начинаете видеть в деньгах божественный инструмент, а не моральную ловушку, вы вступаете в новый завет цели. Я помню момент много лет назад, когда мой собственный кошелек казался полем битвы. Каждая купюра, которую я держал, вызывала чувство вины. Каждая тарелка для пожертвований, которую я проходил, заставляла меня задуматься, не слишком ли много я жертвую или слишком мало. Пока однажды во время молитвы я не услышал тихий голос внутри: «Дело не в сумме, а в том, что у меня есть сердце». В тот день я открыл кошелек, чтобы пожертвовать. Не потому, что у меня было изобилие, а потому, что я хотел настроить свое сердце на поток Божьей силы. Через несколько недель пришли неожиданные благословения не из-за манипуляций, не из-за суеверий, а из простой гармонии доверия. Чем больше я отдавал, тем легче мне становилось. Чем больше я доверял, тем больше получал. В этом божественная ирония изобилия. Когда вы отпускаете то, за что цепляетесь, оно возвращается умноженным. Вот истинная ортодоксальность богатства – не поклоняться золоту, а использовать его во славу. Святые и отцы веры никогда не боялись обеспеченности, они боялись гордыни. Они знали, что правильное использование богатства может содержать монастыри, кормить сирот, строить больницы и финансировать миссии. Они учили, что деньги, подобно огню, могут согревать или пожирать, все зависит от рук, которые их держат. Поэтому Бог не просит вас отвергать их, Он просит вас владеть ими с благодатью. Ваше предназначение – не жить, гоняясь за деньгами, а вести их за собой. Когда вы позволяете жадности управлять, деньги становятся вашим хозяином. Но когда правит вера, деньги становятся вашим слугой. Это майордомия, священное равновесие, где Бог доверяет вам материальное, чтобы вы могли проявить духовное. Вы, герой этой божественной истории, призваны стремиться к изобильной жизни во Христе. Цель вашего пути не само богатство, а проявление Божьей полноты во всех сферах, в вашем доме, в вашем здоровье, в ваших отношениях, в вашем призвании. Тот, кто не сходит, чтобы вести вас, сам Бог, ваш помощник, добродетель честного труда, а ваши враги – страх, жадность и ограничивающие убеждения, которые шепчут «ты этого не заслуживаешь». И теперь внутри вас возникает вопрос: могу ли я действительно жить так? Могу ли я быть одновременно святым и богатым, щедрым и обеспеченным, верным и успешным? Ответ – да, но только когда сердце очищено. Сердце, которое видит в деньгах миссию, никогда не впадет в идолопоклонство. Сердце, которое рассматривает каждый ресурс как дар небес, всегда будет смиренным, всегда будет благодарным, всегда будет свободным. Итак, оглянитесь вокруг сегодня вечером. Взгляните на свой стол, на свои руки, на свои инструменты, на свою работу. Это не знаки ограничения, это инструменты благословения. Вы были избраны, чтобы созидать, умножать, проявлять божественное изобилие, которое уже существует в сердце Бога. Открывая свой кошелек, чтобы давать, вы приводите в действие закон, более древний, чем любая экономика, закон семени, завет урожая. Вы не должны цепляться за богатство, вы должны циркулировать, использовать его, позволять ему течь, пока каждая сфера вашей жизни не будет отражать изобилие небес. Пришло время перестать извиняться за свое призвание к процветанию. Это не гордыня, это цель. Это не тщеславие, это дальновидность. Благословение никогда не должно было заканчиваться на вас, оно должно было пройти через вас. Пусть ваше богатство служит любви. Пусть ваше изобилие свидетельствует о вере. Пусть ваше даяние разорвет оковы страха. Потому что, в конце концов, настоящее чудо заключается не в том, что вы много получили, а в том, что вы научились много давать, и при этом вам ни в чем не было недостатка. Было время, когда я считал деньги своими врагами.
Я унаследовал это убеждение, сам того не осознавая, словно бедность была какой-то родовой добродетелью, подтверждающей верность. Моя мать говорила: главное, чтобы у нас было достаточно еды. Это все, чего хочет Бог. Отец добавлял: лучше быть бедным и честным, чем богатым и потерянным. Эти слова глубоко запали мне в душу, формируя каждое решение, каждое колебание, каждое молчаливое ограничение, которое я налагал на свою судьбу. Я научился чувствовать вину за желание большего, верить, что просить изобилия эгоистично и даже оскорбительно для небес. Я живо помню, как отказывался от возможностей, потому что они казались слишком хорошими, чтобы быть правдой, как будто само благословение было ловушкой. Но годы спустя я начал видеть трещины в этом мышлении. И я понял, что эти убеждения рождаются не из веры, а из страха. Страха гордыни, страха осуждения, страха неудачи. Тот древний голос, ненадежный рассказчик моего прежнего «я», все еще иногда шепчет: не мечтай слишком высоко, иначе Бог смирит тебя. Это тот же голос, который трепещет перед десятиной, который не решается щедро давать, который с подозрением относится к любой прибавке, считая ее потенциальным падением. Но этот голос говорит не от имени Бога. Он говорит из ран в ран, переданных из поколения в поколение, которые путали смирение с унижением, простоту с недостатком, послушание со смирением. Теперь я решаю переписать эти истории. Я решаю смотреть на деньги не как на угрозу, а как на зеркало, отражающее состояние моего сердца. Когда мое сердце напугано, деньги исчезают. Когда мое сердце доверчиво, деньги текут рекой. Я узнал, что изобилие начинается не с кошелька, а оно начинается с ума, обновленного верой. Раньше я думал, что для того, чтобы изменить свои мысли, нужно изменить обстоятельства, но Бог показал мне, что для того, чтобы изменить свои обстоятельства, нужно сначала изменить свои мысли. Внешний мир отражает завет внутри. Помню утро, когда я стояла перед пустой кухонной полкой, беспокоясь, как бы выкроить несколько монет на еду. В тот день я молилась по-другому. Вместо того, чтобы спрашивать, почему у меня нет больше, я сказала: «Господи, покажи мне, как использовать то, что у меня уже есть». Через несколько часов ко мне постучала соседка, нуждаясь в помощи с какой-то мелочью. Я с радостью это сделала. Она настояла на том, чтобы заплатить мне, и эта небольшая сумма покрыла то, чего мне не хватало. Именно тогда я поняла, пропитание не падает с неба, оно льется через послушание. Вера – это не праздное ожидание, а активное сеяние. С тех пор каждый день я совершаю небольшие акты финансовой веры. Своевременная оплата счета – это не просто ответственность, это поклонение, акт доверия, который Бог дарует снова. Откладывание части дохода – это не страх, это предвидение, форма управления. Помощь ближнему с тем малым, что у меня есть – это не потеря, это посадка. Я начал воспринимать жизнь как цикл отдачи и получения, сева и жатвы, молитвы и действия. И в этом священном ритме покой сменил тревогу. Я больше не гонюсь за богатством, я его взращиваю. «Я выбираю» стало моим ежедневным заявлением. Я выбираю отдавать, даже когда страх говорит «оставь все себе». Я выбираю усердный труд, даже когда усталость подталкивает меня к смирению. Я выбираю верить в изобилие, даже когда мир кричит о дефиците. И каждый выбор приносит плоды. Потому что Божья система проста, но глубока. Вера – это семя, послушание, почва, а щедрость – дождь, приносящий урожай. Но не всегда было легко. Старый голос, ненадежный рассказчик, все еще пытается взять верх. Он говорит мне, что люди будут завидовать моему успеху, что процветание делает меня менее духовным,
что благословения должны приходить медленно или не приходить вовсе. Этот голос маскируется под смирение, но в его тоне таится сомнение. И все же теперь я понимаю, что это остаток моего необновленного разума. Я заставляю его замолчать писанием, молитвой и благодарностью. На каждую мысль, которая говорит «ты не можешь», я отвечаю «Бог уже сделал». Однажды ночью, размышляя над притчей о талантах, я осознал нечто революционное. Слуга, закопавший свой дар, сделал это из страха, а не из лени. Он думал, что бережет то, что имел, но на самом деле нарушал закон умножения. И я увидел в нем себя. Сколько идей я закопал из-за страха. Сколько возможностей я спрятал в земле когда-нибудь. В ту ночь я попросил Бога помочь мне выкопать каждое зарытое семя. Я попросил Его благословить дело моих рук и сделать мою смелость сильнее страха. И на следующее утро я поступил иначе. Я начал относиться к каждому дню как к инвестиции. Мои молитвы стали стратегическими. Моя работа стала священной. Я начал вести небольшой блокнот, куда записывала каждый акт щедрости и каждую небольшую полученную помощь. Дело было не в бухгалтерии, а в осознанности. Со временем я начал замечать закономерность. Чем больше мой кошелек был открыт для пожертвований, тем больше неожиданных доходов я получала. Не от манипуляций, а от божественной взаимности. Закон жатвы был живым, осязаемым, безошибочным. Теперь я понимаю, что процветание – это не конечная цель, а побочный продукт трансформации. Обновленный разум не гонится за богатством, он притягивает его естественным образом, потому что движется в ритме божественного порядка. Когда я перестал бояться денег и начал почитать их как часть Божьего плана, я почувствовал, как внутри меня что-то открылось. Мои молитвы изменили тон. Вместо того, чтобы просить, я начал провозглашать. Вместо того, чтобы сомневаться, я начал ожидать. Я больше не просил «только достаточно», я начал благодарить Бога за «слишком достаточно», чтобы мои излишки могли служить другим. Из этого состояния обновления я мельком увидел свое будущее. Я видел, как без тревоги выплачиваю долги, помогаю семьям восстанавливаться, спокойно, без гордости финансирую миссии. Я видел свой дом, наполненный миром, а не имуществом, смехом, а не тревогой. В этом видении деньги потеряли свою силу запугивания, а они стали послушным слугой. Именно в это будущее я решил верить. И каждое маленькое действие сегодня, каждый оплаченный счет, каждая уплаченная десятина, каждое посеянное семя строит это будущее кирпичик за кирпичиком. Я действую, потому что верю. Я работаю, потому что доверяю. Я пожинаю, потому что сею. И я сею, потому что благодарен. Это не просто утверждение, это ритм обновленного сердца. Когда вы живете в этом цикле, вы перестаете бояться потерь, потому что знаете, что источник вечен. Бог никогда не иссякает, и, следовательно, Его дети тоже. Теперь, когда я держу деньги в руках, я смотрю на них по-другому. Я вижу услышанные молитвы, ожидающие возможности жизни, которые нужно затронуть. Я вижу завет в действии, невидимую связь между обещаниями небес и действиями земли. Я управляю ими с радостью, а не с тревогой. Я трачу деньги целенаправленно, а не импульсивно. Я отдаю с намерением, а не с чувством вины. И каждый раз, когда я это делаю, я чувствую, как небеса улыбаются, словно говоря, «ты узнал секрет». Итак, сегодня я продолжаю этот цикл. Я выбираю. Я действую. Я пожинаю. Я молюсь. Я работаю. Я отдаю. Этот цикл бесконечен,
потому что изобилие бесконечно. То, что я считал концом своих ресурсов, на самом деле было началом моего перепрограммирования. В тот момент, когда я изменил свои мысли, мир вокруг меня начал преображаться. Бедность была не снаружи, она была внутри. А богатство? Настоящее богатство началось в тот момент, когда я поверил, что достоин его не благодаря своим заслугам, а благодаря его обещанию. Есть святая истина о богатстве, которую многие до сих пор упускают из виду. Провидение Божие нелинейно, а оно текуче, оно течет, словно реки под землей, невидимое, но неудержимое, находя новые русла там, где сердце готовы, а руки открыты. То, что вы получаете, результат не только вашего труда, но и вашей веры. То, что вы зарабатываете трудом, священно, а то, что вы получаете по благодати, это божественное умножение. Именно здесь раскрывается тайна провидения. Бог использует ваше усердие как почву, а свое благоволение как дождь. Раньше я верил, что только один путь может меня поддержать – путь неустанных усилий. Я думал, что чем усерднее я буду работать, тем больше докажу свою ценность. Но эта вера, пусть и благородная на первый взгляд, несла в себе скрытое высокомерие, словно все зависело только от моих сил. Затем один период изнеможения изменил все. Я работал, я трудился, и все же мой покой исчез. Моя семья чувствовала мое отсутствие, моя молитвенная жизнь померкла, и мое сердце стало неспокойным. Я понял, что работать больше не всегда означает работать разумно, что провидение не вознаграждает тревогу, а оно вознаграждает гармонию. Бог учил меня, что есть темного дверей для снабжения, а не только тот, который я взломал. Со временем я начал видеть полифонию божественного дохода, множество голосов возможностей, каждый из которых обоснован, каждый из которых направляется одной рукой. Один голос прозвучал через мою работу, другой – через небольшую инвестицию, которую я когда-то боялся сделать, третий – через подарок, пришедший без ожиданий. Затем появились идеи, маленькие семена вдохновения, которые, будучи посеянными с верой, начали приносить тихую прибыль. Я понял, что богатство заключается не в том, чтобы больше зарабатывать, а в том, чтобы больше получать. Каждый честный навык, каждая связь, каждая вдохновенная идея могут стать сосудом пропитания, если их предложить Богу. Однажды мне написала одна женщина, и ее письмо дрожало от стыда и надежды. Она сказала: «Я думала, что потерпела неудачу, потому что не могла удержаться на постоянной работе. Я начала продавать небольшие изделия ручной работы на дому, чтобы помочь семье, но чувствовала себя виноватой, словно выбрала низший путь. Я сказала ей: «Дочь моя, это не низший путь, это божественный путь. Ты приумножаешь то, что было вверено тебе». Через несколько месяцев она снова написала. Ее домашний бизнес разросся до невероятных размеров. Соседи приходили не только покупать, но и молиться вместе с ней. То, что начиналось как необходимость, стало служением. Открыть кошелек, чтобы дать символ, о котором мы когда-то говорили, стал ключом, открывающим новые двери. Она начала жертвовать часть своей прибыли, и вскоре клиентов стало больше. Провидение вернулось по тому же руслу, которое она когда-то считала слишком узким. И эта закономерность повторялась в жизни многих. Человек, живший когда-то от зарплаты до зарплаты, начал откладывать небольшие суммы, поначалу едва заметные. Он записывал каждую цель на небольшом листке бумаги, молился над ней и относился к каждому центу как к священному достоянию. Спустя несколько месяцев неожиданно поступило предложение о работе, которое приносило ему вдвое больше прежнего дохода. «Это было не случайно», — сказал он. «Как будто моя рассудительность создала сосуд для Божьего промысла». И действительно, рассудительность, ведомая верой, становится магнитом для возможностей. Это опыт провидения, симфония веры и дисциплины, где усилия гармонируют с благодатью.
Мир учит, что только больше труда приносит лучшие результаты, но небеса шепчут, что мудрость, своевременность и благодарность открывают больше дверей, чем усталость. Самая плодородная почва – это не та, которую бесконечно пашут, а та, которую поливают с намерением. Вы никогда не были созданы для того, чтобы быть рабом труда, но для того, чтобы соучаствовать в божественном ритме. Труд свят, но он не Бог. Отдых тоже священен, ибо он прославляет Творца больше, чем творение. Каждая возможность в вашей жизни несет в себе уникальный знак небес. Некоторые возможности приходят через вашу профессию, другие через отношения, а третьи через моменты, которые кажутся обыденными: телефонный звонок, разговор, воспоминание о каком-то навыке. Провидение не ограничивается зарплатой, оно простирается и на сюрпризы. И, живя в послушании, вы начинаете осознавать, что каждой открытой двери предшествует открытое сердце. Однажды я встретил молодого человека, который ежедневно молился о финансовой стабильности. Он работал, не покладая рук, но все равно оставался в долговой ловушке. Когда мы разговаривали, я задал ему один вопрос: «Ты считаешь деньги своим хозяином или своей миссией?» Он помолчал, а затем тихо сказал: «Кажется, я им служил». В тот вечер он помолчал другой молитвой. Он попросил Бога изменить свои мотивы, сделать деньги своим слугой, а не господином. Спустя несколько недель он снова начал платить десятину, которую раньше боялся. Через несколько месяцев начали появляться неожиданные возможности. Не чудеса случая, а двери, которые давно ждали, когда он постучится. Не открыть кошелек, чтобы дать это снова, появилось в его истории, на этот раз не просто как проявление щедрости, а как откровение. Когда он жертвовал свободно, его доход стабилизировался. Когда он перестал контролировать, в его дом вошел мир. Счета, которые раньше вызывали тревогу, стали символом благополучия. В тот момент, когда он перестал боготворить усилия и начал доверять божественному потоку, его дом перешел от напряжения к спокойствию. Оплаченные счета превратились в ночи отдыха, квитанции стали свидетельствами божественного порядка. Итак, мы узнаем эту истину: Бог благословляет каналы, а не контейнеры. Как только вы начинаете копить то, что имеете, поток денег останавливается. Как только вы отдаетесь, деньги возвращаются умноженными. Каждый законный источник дохода, ваша работа, ваше ремесло, ваши инвестиции, ваши идеи существует не для того, чтобы раздувать ваше эго, а для расширения вашего влияния. Богатство – это не стена, это мост. И когда вы смиренно переходите его, другие следуют за вами. Пусть ваше усердие останется сильным, но пусть ваш мир останется крепче. Не поклоняйтесь истощению, поклоняйтесь совершенству. Не гонитесь за возможностями, создавайте их, следуя своему призванию. Когда вы работаете с чистыми мотивами, даже самая маленькая задача становится каналом изобилия. Слово Божье говорит, что Бог дает семя сеющему и хлеб едоку, то есть Он дает и средства, и результат. Вы не несете ответственности за чудо, только за само движение. В каждом акте управления, оплате счетов, планировании финансов, благословении своего сообщества вы участвуете в божественном порядке. Каждая сумма, которая осознанно покидает ваши руки, это семя, каждая сумма, которая возвращается, это урожай. Закон небес цикличен, а не транзакционный. Когда вы платите с благодарностью, вы укрепляете свой мир. Когда вы экономите с мудростью, вы чтите будущее. Когда вы отдаете с любовью, вы освещаете настоящее. Это духовная экономика, которая выходит за рамки всех рынков.
И если вы когда-нибудь усомнитесь в том, что сможете преуспеть, не потеряв при этом свою душу, помните следующее. Сердце определяет святость богатства, обогащают не только усилия, но и гармония. Умножается не количество, а цель. Каждый цент, отданный с благодарностью, растет, каждая монета, удержанная из страха, застаивается. Так что откройте свой кошелек снова, не из суеверия, а как завет. Пусть он напомнит вам, что то, что исходит с любовью, всегда вернется с благодатью. В вечерней тишине, когда мир затихает, взгляните на свои руки. Они не пусты, они полны семян. Каждое умение, каждая идея, каждый жест веры – это канал, по которому течет провидение. Бог, дарующий все, не забыл вас. Он просто учил вас видеть иначе, работать мудро, отдыхать с доверием и отдавать без страха. Ваше процветание будет приходить не только от пота, оно придет от самоотречения. Ваш покой будет обретен не накоплением, а круговоротом. Вы не просто выживаете, вы участвуете в божественной экосистеме, где изобилие постоянно струится и верно. И продолжая идти по этому пути, помните, открытый кошелек, который вы когда-то предлагали отдать, стал сосудом наследства. Он переполняется не потому, что вы крепко держали его, а потому, что вы научились отпускать. И когда вы видите, что ваши счета оплачены, ваш стол полон, ваш дом тих, знайте, что это тоже чудо. Не случайность, а завет. Поток провидения не заканчивается на вас, он проходит через вас. И пока ваше сердце открыто, ваши каналы никогда не закроются. На каждом пути к изобилию наступает момент, когда настоящее испытание не в нехватке, а в избытке. Бедность может быть громкой, но искушение часто безмолвно. Когда появляются первые признаки процветания, тихий голос начинает нашептывать. Он говорит вам двигаться быстрее, желать большего, верить, что успех всегда должен быть видимым и измеримым. Этот голос обещает кратчайшие пути. Он говорит: «Ты достаточно молился. Ты достаточно ждал. Теперь бери, что можешь, как можешь». Он говорит с настойчивостью, но не с миром. Это голос ложного богатства, ненадежного рассказчика финансовой тревоги. Он обещает быстрые награды, но скрывает духовный долг. Многие поддались его тону. Они начинают с веры, а заканчивают безумием. Я видел, как хорошие люди теряли покой не из-за недостатка денег, а потому, что обретали их без всякого смысла. Один человек рассказал мне свою историю. Когда мой бизнес начал расти, я забыл, зачем молился об этом. Я думал, что больше часов работы, больше благословений, но я гонялся за призраками. Мое сердце опустело, даже когда мой счет был полон. Его признание глубоко меня поразило. Потому что то, что он сказал, было не жадностью, а смятением. Мир научил его, что побеждает тот, кто больше зарабатывает. Но в Царстве Божьем истинный победитель тот, кто больше служит. В каждом благословении есть искушение – превратить дар в божество. Запута дверь для места назначения точка богатства, призванная благословлять, может стать идолом ослепляющим. Это происходит незаметно. Повышение, требующее всего вашего времени. Партнерство, обещающее высокую прибыль, но разрушающее вашу этику. Голос, говорящий только один раз. Ловушка редко выглядит как грех, она выглядит как возможность. Но Святой Дух не скрывает мир. Когда что-то приходит, окутанное тревогой, это не провидение, а давление. Божье провидение течет естественно. Манипуляция всегда обходится душе дороже, чем та прибыль, которую она получает. Ложные обещания мира блестят, но лишены серьезности. Они сверкают в рекламе,
в сравнении с ней в жажде быть увиденным. Они говорят вам, что изобилие измеряется аплодисментами, что щедрость – это слабость, что отдыхать значит отставать. Это бесплодные обещания беспощадного рынка. И все же, среди этого шума, голос Бога остается неизменным, почти кротким: не можете служить двум господам. Вы будете любить одного и ненавидеть другого. Он говорит это не для того, чтобы осудить богатство, а чтобы защитить сердце, которое им владеет. Одна женщина написала мне о своих трудностях. «Я наконец-то начала хорошо зарабатывать», — сказала она, — «но теперь боюсь все потерять. Каждую ночь просыпаюсь, гадая, что может пойти не так». Я ответила ей то, чему мне самой предстояло научиться. Страх – это налог ложного владения. Когда вы верите, что все зависит от вашего контроля, покой покидает вас. Но когда вы отдаете свою прибыль божественному руководству, вы снова засыпаете. Страх исчезает там, где правит вера. Деньги снова становятся вашим слугой, а не хозяином. Другой мужчина поделился другой версией той же истории. «У меня ничего не было», — сказал он, — «и я молился о работе. Когда она появилась, я был благодарен. Но вскоре я начал работать по 16 часов в день. Мои дети выросли, и я их почти не видел. Я говорил себе, что это ради них, но однажды понял, что им нужны не мои деньги, им нужен я». Его история не о неудаче, а о пробуждении. Он обнаружил, что усилия без мудрости становятся формой идолопоклонства. Бог никогда не требовал бесконечного изнеможения для доказательства преданности. Он просил о заботе, о работе с целью, о отдыхе с благодарностью. В этих свидетельствах мы видим, как один и тот же урок раскрывается из разных жизней. Богатство без. Направление тяжесть. Усилие безрассудительности считать чудо изобилия заключается не только в том, что Бог открывает двери, но и в том, что Он учит нас, в какие из них не входить. Самые опасные искушения часто приходят под видом услышанных молитв. Вот почему рассудительность должна идти рука об руку с усердием. И все же мир любит иллюзии. Он рассказывает истории о внезапном успехе, о людях, которые проявляют богатство без смирения, о славе без основания. Это ложный свет, который быстро меркнет. Настоящее изобилие растет медленно, потому что растет корнями. Истинное богатство несет аромат мира, а оно благословляет дом, а не только банк. Оно наполняет сердце прежде, чем наполнит руку. Оно питает поколения, а не мгновения. На самом деле, есть множество версий хорошей жизни, одна версия блестит, но изолирует. Она строит дом без смеха, наполняет шкафы, но опустошает души. Другая версия, более тихая и стабильная, превращает скромный дом в святилище. У его владельца может не быть миллионов, но каждый счет оплачен, каждая трапеза разделена, каждый подарок подарен с радостью. Между этими двумя выбор не между бедностью и богатством, а между иллюзией и правдой. Я встречал людей, которые живут с малым, но отдают с радостью, и других, которые живут с большим, но отдают со страхом. Разница не в размере кошелька, а в состоянии их сердца. Потому что открыть кошелек, чтобы дать этот священный символ завета, не имеет ничего общего с количеством, а исключительно с соответствием. Одна монета в руках веры творит больше добра, чем 10 тысяч, находящихся в сомнениях. И все же искушение снова шепчет: «Будь практичен. Помолишься позже. Сейчас ты должен выжить». Этот голос хитер, он всегда апеллирует к логике, скрывая потерю души. Он обещает уверенность, но оставляет лишь скудость. Его ловушка не финансовая, а духовная.
Он заставляет тебя верить, что того, что имеешь, никогда не бывает достаточно. Но достаточно – это не число, это откровение. Достаточность начинается с того момента, как ты видишь в деньгах миссию, а не хозяина. Здесь я должен признаться как рассказчик этих свидетельств. Даже когда пишу, я чувствую тяжесть этой темы. Каждая история, которой я делюсь, отзывается во мне эхом. Я тоже был склонен верить, что легкость означает благословение, что усилие означает благосклонность, что больше всегда означает лучшее. Но истина тоньше и святее, доказательством веры является не богатство, а мудрость, и мудрость знает, когда принимать, а когда отдавать, когда созидать, а когда отдыхать. Между амбициями и идолопоклонством, между усердием и одержимостью лежит тонкая грань. Амбиции служат, когда ими руководит вера, они разрушают, когда их не охраняют. Завет процветания никогда не подразумевал создание идолов успеха. Бог благословляет, чтобы вы могли благословлять. Он умножает вас, чтобы щедрость могла расширяться. Всякое приобретение, которое изолирует, не от Бога. Всякое приобретение, которое умножает добро, от Бога. В гобелене божественного изобилия каждая история вносит свой оттенок. Богатство одного человека кормит голодных, творчество другого вдохновляет других, тихий труд третьего обеспечивает семью. Чудо дело не в том, сколько они зарабатывают, а в том, насколько глубоко они настроены. Богатство, если смотреть на него правильно, становится формой поклонения. Каждая сделка может стать молитвой. Каждая монета, если обращаться с ней с любовью, становится легкой. Всегда будут ложные намеки, легкие деньги, пустые обещания, поспешные пути. Но ничто из этого не длится вечно. Божье процветание не торопится, оно укореняется. Небесное изобилие не шумит, оно длится вечно. Враг истинного богатства – не бедность, а нетерпение. Доверившись божественному ритму, вы обнаружите, что даже в ожидании вы уже растете. Итак, приближаясь к концу этой части, напоминаю вам, не боготворите усилия и не презирайте их. Трудитесь руками, освященными целью. Стройте, но пусть ваше строение будет миром. Зарабатывайте, но пусть ваш заработок будет щедростью. Используйте деньги, но никогда не позволяйте им использовать вас. Ваше сердце создано для того, чтобы требовать благословения, а не для того, чтобы оно им управляло. Не ключ проницательность приходит, но еще не раскрыта. Есть один простой принцип – божественное правило, которое отделяет мудрого от утомленного, благословенного от обремененного. Этот принцип превращает богатство в поклонение, усилие в легкость, а прибыль в мир. Но прежде чем я расскажу вам об этом принципе, уделите минутку размышлению, кто хозяин в твоем доме, деньги или миссия, потому что служить может только один. И от твоего ответа будет зависеть, какой урожай ты получишь. Наступает время, когда откровение должно стать ритмом, когда вера превращается в поведение, когда обещание становится практикой. Вера взрослеет только через повторение. Изобилие поддерживается только через гармонию. Золотое правило божественное процветание заключается не в том, чтобы иметь больше, а в том, чтобы циркулировать более осознанно. Это не абстрактная философия, это ежедневный метод, священная рутина, формирующая как дух, так и кошелек. Бог не благословляет хаос, Он благословляет порядок. И богатство, согласно Его завету, всегда течет через тех, кто управляет им с честностью, благодарностью и дисциплиной. Я усвоил этот урок через испытания. Годами я молился об изобилии, но жил в беспорядке. Я просил урожая, но пренебрегал семенем. Я искал чудес, но игнорировал метод. И вот однажды, размышляя над словами «вера без дел мертва», я почувствовал, как Бог ясно проговорил в моем сердце:
не просто ожидай благословения, организуй его сам. Эта фраза стала основой моего преображения. Она научила меня, что чудо обеспечения требует структуры, а благодать умножается благодаря ответственному управлению. С тех пор я начал практиковать 4 священных шуга, которые формируют ритм изобилия, тот же ритм, которым я теперь делюсь с вами. Шаг 1. Молитесь и благодарите каждый день начинается в невидимом, прежде чем проявиться в зримом. Молитва – это не формальность, а финансовое выравнивание. Я просыпаюсь и благодарю не за то, что вижу, а за то, что, как я верю, придет. Благодарность – это ключ, открывающий божественный поток. Изобилие. Когда я молюсь, я не прошу, я вспоминаю. Я помню, что я не одинок в своих трудах. Я помню, что мой обеспечитель постоянен и Творец. Я говорю вслух: «Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты уже привел в движение, за открытые двери, которые я пока не вижу». Эта благодарность меняет структуру моего дня. Она растворяет страх еще до его возникновения. Она подавляет тревогу, потому что напоминает сердцу, что прощение не ожидается, а уже есть. Каждый раз, когда я начинаю утро с молитвы, я чувствую поток провидения «Пробудитесь» вокруг меня. Тот же Бог, что дает семя сеятелю, уже готовит почву для моего следующего урожая. Молитва – это первое вложение, а благодарность – и его первый урожай. Шаг 2. Планируйте и действуйте, после молитвы приходит точность. Вера – это не безделье, а осознанное движение. Каждый план, который я составляю, каждый список, который я составляю, каждый бюджет, который я уточняю – это форма поклонения. Планирование – это не недостаток доверия, это партнерство с божественным порядком. Каждое утро я уделяю время выбору одного конкретного действия, которое укрепит мою финансовую жизнь. Иногда это ранняя оплата счета, иногда исследование идеи, иногда организация рабочего пространства. Я больше не путаю движение с прогрессом, я выбираю обдуманные шаги вместо бесконечной деятельности. И я напоминаю себе, деньги любят ясность, смятения отталкивает его. Когда планируешь честно, твой доход согласуется с целью. Я узнал, что Бог благословляет то, что структурировано. Он умножает то, что измеряется. Вселенная откликается на управление, а не на хаос. Планируя, я шепчу: «Господи, благослови дело рук моих, чтобы я мог превратить этот замысел в семя». Затем следует действие. Ни один план не принесет плодов, пока руки не сдвинутся с места. Я делаю шаг, пусть даже самый маленький, зная, что небеса чтят это движение. Вера, которая делает каждый день хотя бы один шаг вперед, создает импульс. Этот импульс притягивает возможности, благосклонность и силу. Тот, кто верно планирует и действует честно, становится инструментом изобилия, отражая божественный порядок в материальной форме. Шаг 3. Помогите кому-нибудь каждый день. Я сею хотя бы одно семя щедрости. Это не всегда деньги. Иногда это доброе слово, совместная трапеза, выслушанное ухо. Но я усвоил этот священный закон: открытый кошелек, чтобы дать, остается порталом к обеспечению. Акт дарения восстанавливает поток. Когда я дарю, я напоминаю и небесам, и себе, что деньги – мои слуги, а не хозяева. Однажды утром я увидела соседку, которая с трудом справлялась с продуктами. Я остановилась, чтобы помочь ей. Ничего особенного, просто минутка помощи. 2 дня спустя клиент, о котором я забыла, позвонил, чтобы подтвердить платеж, которого я не ожидала. Этот небольшой акт доброты открыл мне тихое благословение. Бог снова показал мне, что щедрость активирует изобилие.
Каждый ежедневный дар несет пророческую силу. Он возвещает о том, что я доверяю циклу божественного промысла. То, что покидает мою руку с любовью, возвращается умноженным в благодати. Мир называет это совпадением, я называю это заветом. Помогая другим, мы не только благословляем их, но и исцеляем наши собственные отношения с богатством. Дарение сохраняет сердце свободным, а свобода – истинная валюта процветания. Шаг 4. Спокойно просмотрите перед концом дня «Я сижу в тишине». Я вспоминаю прошедшее не с чувством вины, а с благодарностью. Я спрашиваю, что я сделал хорошо? Что я могу улучшить? Я смотрю на то, что заработал, что потратил, что отдал. Это тихое размышление помогает мне осознать свое богатство и смирить сердце. В такие моменты я вспоминаю, что успех без покоя все равно, что неудача. Если я совершил ошибку, я прощаю себя. Чувство вины блокирует поток, смирение восстанавливает его. Я заменяю самоосуждение на усвоение уроков. Я завершаю каждый день словами: «Все, что я сделал сегодня, было семенем. Завтра будет урожай, и так всегда бывает». Этот круговой ритм – молиться, планировать, давать, рассматривать – это живой метод изобилия. Каждый день плавно перетекает в следующий, каждое действие подкрепляет предыдущее. Со временем эта дисциплина становится инстинктом. Молитва дает цель, планирование, направление, щедрость, движение, а размышление – мудрость. Вместе они поддерживают чудо богатства без коррупции. Но позвольте мне признаться в чем-то личном. Бывали дни, когда мне не удавалось поддерживать этот ритм. Дни, когда тревога пыталась меня подгонять, когда усталость притупляла мою благодарность. В такие дни я возвращался к первой истине, с которой мы начали: «Я достоин», не потому, что я этого заслужил, а потому, что я был создан для добра. Достоинство – это не чувство, это идентичность. Это заветная память о том, что ты – дитя изобильного Творца. Когда я вспоминаю об этом, все преображается. Счета на моем столе больше не кажутся обузой, они кажутся поводом для свидетельства. Каждый платеж доказывает, что мне доверена ответственность. Каждая квитанция – доказательство того, что Божий поток действует. Моя работа снова становится радостью, а даяние – естественным. Я ясно вижу, что процветание достигается не однажды, а ежедневно. Благодаря этому ритму даже обыденная жизнь становится священной. Еда, которую вы готовите, бизнес, которым вы управляете, долги, которые вы выплачиваете, подношения, которые вы делаете – все это части одного вечного цикла. Получать, управлять, благословлять, размышлять. Когда живешь так, деньги перестают быть тяжким бременем. Они движутся вместе с тобой, а не против тебя. Они подчиняются, потому что признают в тебе силу веры. И в этом заключается круговой секрет божественного богатства. Вы возвращаетесь к тому, с чего начали, но уже не тем человеком. Вы начали говорить: «Я достоин процветания». Теперь, благодаря опыту, вы можете сказать: «Я ответственен за процветание». Достоинство было семенем, ответственность – плодом. Вы перешли от желания к дисциплине, от молитвы к силе, от обещания к доказательству. Итак, завтра, проснувшись, помните об этих шагах. Начните с благодарности. Планируйте с верой. Отдавайте с радостью. Завершите с миром. А когда наступит следующий день, повторите. Этот цикл не монотонность, а мастерство. В этом круговом движении изобилие становится постоянным, а мир – постоянным. Потому что на самом деле процветание – это не то, зачем вы гонитесь, а то, что вы циркулировать, и по мере того,
как вы это сделаете, вы увидите, как развернется великий божественный парадокс. Чем больше вы отдаете, тем полнее становитесь. Чем больше вы отдаете, тем больше получаете. Чем больше вы служите, тем ярче сияете. И в этом вечном ритме исполняется завет. Ты достоин, ты избран и ты процветаешь, потому что ты был создан для добра. И если вы оглянетесь назад на начало этого пути, вы увидите закономерность. Бедность была образом мышления, а не цифрой. Несчастье было историей, а не судьбой. Вы пришли к этому сообщению в поисках деньги, но ты уходишь, обретя смысл. Это поворотный момент, перипетия благодати, когда то, что когда-то казалось материальным, обнаруживает свой духовный корень. Бог Он благословляет не для того, чтобы льстить тебе, Он благословляет, чтобы освободить тебя. Свобода – истинная монета небес. И все же, история еще не закончена. Завтра мир снова предстанет перед выбором между страх и верой, между тревогой и доверием, между иллюзией контроля и остальной капитуляцией. Но теперь вы идете, вооружившись. Вы знаете секрет, что мир – высшая форма процветания. Вы знаете метод – молитесь, планируйте, жертвуйте, пересматривайте, вы знаете мотив – служить через изобилие. Вы усвоили, что самая богатая душа не тот, кто больше всего владеет, а тот, кто больше всего делится. Поэтому, когда вы снова проснетесь, произнесите это вслух еще раз. «Я достоин процветания». Пусть эти слова не раздувают вашу гордыню, а укрепляют ваш мир. Произносите их не для того, чтобы привлечь имущество, а для того, чтобы привлечь цель. Каждое повторение напоминает небесам о вашей готовности, ответственности и восприимчивости. Пусть это утверждение звучит в вашем дне, как псалом, превращая каждое дело в молитву, каждый платеж в хвалу. А когда наступит вечер, вернитесь к благодарности. Тот же Бог, что благословил сегодня, уже готовит завтрашний день. Поток не останавливается. Он вращается бесконечно. Семя, урожай, отдых, обновление. В этом священном ритме заключено вечное доказательство того, что изобилие – это не время года, а природа. Вы рождены по образу щедрого Творца, поэтому щедрость – ваше наследие. Теперь мы, как община верующих, благословляем вас. Пусть ваш дом станет святилищем порядка и радости. Пусть ваш труд будет плодотворным и честным. Пусть ваши руки никогда не сжимаются в страхе, а ваше сердце остается открытым божественному руководству. Пусть чудеса станут вашей нормой не потому, что вы за ними гонитесь, а потому, что вы живете в гармонии с их источником. И пусть ваше богатство, духа, любви, ресурсов переливаются в будущие поколения. Сегодня история возвращается к своему началу. Я достоин процветания, я магнит для честных ресурсов, но теперь эти слова несут в себе историю, а не только надежду. Вы прожили их истину, вы вкусили их урожай, вы разделили их плоды. То, что начиналось как декларация, теперь стало вашей повседневной реальностью. Круг замкнулся, деньги остаются вашим слугой и любовь твой хозяин. Если это сообщение помогло вам, поделитесь им с теми, кто нуждается в финансовом благополучии. Оставьте комментарий о своем опыте к вере и работайте, а затем посмотрите следующее размышление о том, как превратить благодарность в ежедневную рутину изобилия. Помните, урожай никогда не заканчивается, меняется только время года. И пока ваше сердце остается открытым, благословение будет продолжать течь.